Ну, здорово, что ли. Я все в том же месте, в этом непонятном домике. Пока закроюсь. Посмотрел я, где он находится. И да, действительно, я маленько сбился с курса. И шаховка находится буквально впереди по дорожке. А тем временем я нашел таки рецепт крафта какого-то. Не знаю уж, насколько это будет полезней. Объединить его с битой. И получится какая-то головоломка. Типа, ну, даже не знаю, будет ли это прям эффективно. Но если есть возможность, почему бы и не попробовать. Так, наверное, я сделаю пока что вот так вот. Ключик пусть полежит. Кость. Вообще не знаю, зачем она, по-моему, абсолютно не нужна. Яблочки мы сейчас перед походом скушаем. Ну и двинемся. Двинемся в шаховку. Я надеюсь, это будет последняя деревенька перед Кумырной. Так как деревень на прямом пути больше не встретится. Ну и там могут быть люди. Если не шлепнут, то значит увидим торговца. Да, пока я тут перебежал поле, насобирал целую гору грибов. И решил все-таки в крайнем домике остановиться, их сварить и отъесться. Напоследочек, так сказать. Посмотрим, что меня будет ждать в этой шаховке. Так, где-то у меня бумажка была. Надеюсь, что я никого не встречу, меня никто не убьет. Ну и все будет хорошо. Все-таки посмотреть на торговца очень хочется. Ну, а вот, похоже, домики шаховки меня встречают. Ну что же, посмотрим, выживем или нет. Кстати, уже вечереет. Так что, наверное, здесь я останусь на ночь. Ну и что же? Да, я перекусил неплохо, так до сих пор аж еда вверх идет. И еще осталось. Вроде бы как и чисто все. Зомби спокойно ходит. Ладно, погнали. Так, вот тут-то у нас дверки пораскрыты. В баре зомбаки. Значит, туда не идем. Как-то надо обходить. Да. Дела. А там ведь и колонка рядом. Хотя она не так, чтобы мне очень уж нужна. Пожалуй, лучше обойду. Попытаюсь. Да, пока что голяк. Прям от слова совсем. Все дома пустые, даже взять нечего. Перебегаю тут от домика к домику на картах, чтоб хоть как-то побыстрее это все дело шло. Но шот как-то не помогает. Что вот эти вот лысые тут оккупировали. Тут лысый, там лысый. Бабуля. Хотелось бы мне какого-нибудь зомбака с рюкзачком бы встретить. То мой-то, конечно, хорош. Но маловат. Доел я грибочки. Кстати, где-то два... Короче, 2 целых и еще один... Там побольше половины гриба, чтобы забить желудок вообще полностью. Да, опять-таки...
Ну, немного, скажу я вам. А нашел я, к слову, в одном практически месте где-то 6 грибов. То есть вот 2 раза я не только отъелся на максимум, так еще и воду пополнил. Так как вареные грибы неплохо и воду пополняют. Вот меня чертяка заметил. Ладно, ну заметил и заметил. Как заметил, так и разметит. О, еще дезинфектор. Кто-то тут носится. Вот так вот сделаю, чтобы меня из окошка не так видно было. Рюкзачок. Да, ему бы тоже дезинфектор не помешал. Такими-то симптомами. Не знаю, пробежал я несколько домиков. Точнее, по одной стороне. Но есть у меня ощущение, что выходить отсюда рано. Ну что ты смотришь? Иди давай отсюда. Ну да, понятно. Так вот. Поэтому хотелось бы обыскать и остальную часть деревни. Может, этому... А, тут как-то неудобно так. Он-то меня может раньше достать, чем я его. Какой нелицеприятный тип. Ну шо, будет он вставать удобненько? Или не? Ну, что-то темнеет. Кстати, погоду поменяли. Заметно поменяли, прям радует. А то вот это вот дождь. Прям как-то неуютно становилось. А тут солнышко, радостно. Хорошо. Ну вот я и в баре. Ну и похоже, зря я сюда шел. Тут тоже ничего. Ладно, зато колоночка тут рядышком. Прям вот напротив входа. Сейчас, возможно, бахну я своей кастрюльки водички. И дополню. Они тут так шоркают. Я все прислушиваюсь. Похоже на человечачий или нет? Вроде нет. Ну давай, убегай уже отсюда. Как-то он контуженный какой-то. Куда собрался? Не, дружочек, тут занято. Блин. Вот так вот. Вот так вот, правильно. Может, его убрать? То он мне всю малину портит своими вот этими вот перемещениями. Ну давай уже замечай. Сейчас будем биту проверять. Как оно работает. Дедуль, только ты тут не это. Ого. А я через раму-то пробью такой елдой. Ну чё встал? Пойдем куда-нибудь. Покажу тебе вещицу новую. О, нормально, далеко, кстати, бьет. И звук как будто бы порез. Ёптыть. Чуть не обосрался из-за тебя. Не мог это как-то предупредить, что ли? Меня аж тряхнуло. Жесть ты дурак, а. Прям ведь в ухо. Тихо, тихо. На. Ну, кстати, неплохо. Как будто лезвие, что ли, вставлены. Вот такой вот звук напоминает. Очень неплохо. Очень. Мне нравится эта вещь. Что там? Попрятал у себя шапочку. Но мне такая не надо. О, где-то бахнуло. Где-то далеко. Нас это не сильно волнует.
Вот это сейчас занятно было. Думал ее запереть в этом доме. А она так внезапно вылезла. Ладно. Вылезла и вылезла. Что-то долго я тут баражу, либо темнеет рано. Но в любом случае я тут вообще не стеснялся давить на тапку. Калорий у меня хватает. Да и в принципе пожрать найду. Так что почему бы и нет. Высоковато, высоковато тут. Тетя. Оп. Какая? Пытается, пытается. Смотри на нее. Ладно, пусть бежит. Не будем ее трогать. Так. Следующий день уже давненько наступил. Солнце уже аж садится. И тут заспавнилось платьишко с патрончиками, между прочим. Это уже можно сказать в новинку. Патронов я еще, ну как, находил. О, плечевая кобура, нифига себе. Что-то посыпало, прям посыпало. Может, тут стоит и вернуться в деревеньку? На самом-то деле. Айда глянем пару домиков. А потом уже и на трейд-зону. Наконец-таки. Что-то еще лежит, спички берем. Кстати, я тут уже шапочку обновил. Взял менее палевную. А, вот ты где. Ну извини, что побеспокоил. Ёптать. Я думал, сейчас сквозь дверь пробежит. Ну, попробуем, шоли. Шоли уж. Или ты опять от меня убежишь? Боятся, заразы? Да. Вот так приходится с ними разбираться. Вроде бы как. И бита с черепом. А убивает на раз. Ну... Не... Ай, ладно. Погнали дальше пинать. На самом деле очень далеко бьет. Может, дистанция увеличена специально или как? Но типа зачем тогда вот делать это пробивание сквозь окна? Если в принципе к окнам подходить не обязательно. Ну, не знаю, может это только с этой битой так сделано. Зачем-то компас достал. Да, перебаламутил я тут. О, напоследок. Всю деревню. Что поделать? Скучно стало. Хоп, все, башки нет. Хорошая штука. Правда, чересчур имбовая. Наверное. Да, прям лут как-то внезапно взял и появился. Может, сделали какой-то ребаланс? Но это на самом деле было бы здорово. Так как вот на первый взгляд лут был как-то, ну, так себе. Так себе в плане именно баланса. Но опять же, это я еще не видел трейда. У меня есть некоторые подозрения на этот счет, что там будет. Но торопиться с выводами не стоит. Все-таки надо это увидеть. Ну шо, айда в поле посмотрим грибочки. Мы тут перебили полдеревни. Одной этой головоломкой. Вроде ничего нет. Ну и что же, двинем мы в Кумырну. Смотреть на торговца.
Добежать бы еще. Живьем, так сказать. Может, там подкемпливают. А может быть и нет. Ну что же. Нашел я всего лишь один грибочек. Даже есть его не стал. Подожду. Может, по пути еще что насобираю. И побежал я напрямик к Умырне через лес. Кстати, вот тропа. Тропа знакомая. По-моему, она должна быть красная, если я ничего не путаю. Камешек возьмем. А что, у меня место кончилось? Да ладно. Да ладно. У меня, по-моему, в рюкзаке еще было место. Тут на дереве ничего. Ну, короче, допустим, что это красные. Тогда мне куда? Так, котелок у меня занят. Рюкзак. А вот как раз местечко и для камешка нашлось. Так. И нам примерно вот так вот чесать. Молнии сверкают. Дождище. Ну а чё, надо бежать. Надо. Надо какие-то итоги подводить. Хочется дать, конечно, наиболее правильную оценку. Но, конечно, посмотрел я далеко не все. И все же, чтобы получить действительно правильную оценку, надо просто зайти и поиграть самому. А все вот это вот то, что я говорю, это сугубо личное мнение, которое, ну, может просто отличаться. Потому что мне другие вещи нравятся. Как-то по-другому воспринимаю. И так далее. Приходится спринтовать, чтобы хоть как-то поддерживать температуру тела. Иначе, если долго находиться в такой низкой температуре, можно заболеть. Куда-то я не туда бегу. Мне вот туда. Наверное, придется скоро жечь костер. Как-то отогреваться. Хотя я не уверен, что разжечь костер получится при таком дожде. Мало ли. Присел тут отжаться. Ну и на самом деле то, как я спринтую, не может похвастаться ни один даже PvE сервер. Не говоря уже о хардкоре. Потому что сколько я бегу спринтом, а еда даже не убавилась. И на самом деле, хоть здесь существует вот шкала стамины, она у меня сейчас почти половина. И вроде бы как эта тема правильная. Но почему тогда я так долго могу бежать? Ну, это не знаю. Это, конечно, ПВПшная тематика. Но абсолютно не хардкор. Что я опять-таки подтверждаю, что ПВЕ, именно вот тема, не имеет хардкорности. В том плане, что вроде бы как и есть, но не дотягивает. Вот не дотягивает просто до хардкора. Может быть, там для обычного какого-то игрока ПВПшера, который пришел с других серваков, это покажется сложным. Но если сюда, к примеру, зайдет человек, который, ну, много наиграл часов на ПВЕ проектах, где, к слову, выживание гораздо сложнее. Ну, собственно, там больше не от чего отталкиваться, кроме как от выживания. То для него это вот это вот стамина, калории, дождичек вот этот, который по сути почти не охлаждает, покажется вообще какими-то детскими сказками на самом деле. Ну и по сложности он, опять же, для игрока, который привык выживать в DayZ именно в PvE плане,
Это будет обычный такой, обычное лайтовое выживание. Как бы, да, чем-то чуть-чуть усложненное, но не более того. Вот это лично мое мнение из наблюдений, которые я почерпнул, пока что тут прогуливался. Как-то так. О, виднеется какой-то сарайчик. Надо запомнить, я бегу на юго-восток. О, еще и вышечка. Надо хоть в нем отжаться. Все это время я спринтую. И как бы даже вообще никакого угрызения совести не испытываю. Потому что знаю, что у меня в инвентаре лежит вешенка. Ну и это неверно. Опять же, неверно с точки зрения хардкора. Не знаю, что я за него так уцепился. Что это? Карта, что ли? Карта. Взять в руки. Ну, она, наверное, стандартная. Ее порвать, я так понимаю, нельзя. Не знаю, может взять ее чисто посмотреть, сколько она стоит. Потому что я так понимаю, что куда это я прибежал вообще? Здесь перевал, что ли? Или я где-то жестко сбился с пути? О, труба лежит. Трубу вроде как тоже хочется взять. Сейчас отожмусь и подумаю. Указатель к 100. Да ладно. Я в мсту прибежал? Серьезно? Погодите, я должен это осмыслить. Дед, иди сюда. Вопрос есть. Слышь? Дед. Дедуль. Дядь. Где я нахожусь? Скажи мне. Ты же знаешь, ты местный. Молчун какой-то, что ли? Даже не знаю. Один удар. Блин, если я прибежал в мсту... Не, я, конечно, мог. Но это будет очень стрёмно. Как-то я, что ли, перестарался маленько. Даже не знаю. Взять тебя можно хоть? Ну, можно, и на том спасибо. Так. Я, конечно, прям не просто удивлен, а не знаю, супер удивлен. Но в любом случае, я сейчас ем, пью, отогреваюсь. Значит, разделываю там петуха вот этого. И со всех ног бегу уже куда надо. По прямой, никуда не заходя. А то это бред какой-то. Здорово, мужик. Как дела? Прикинь, что, я вас не боюсь уже. Привык к вам. Да, да, да. И вам добрый день. Давай, иди сюда. Хоть сюда. Стоп, не то. Ты куда отошел? Фига тебе, колбасит. А, чё, не нравится, да? Блин. На, не подавись. Да ё-моё. Ну подойди поближе-то, чё ты как не родной? Вот, молодец. А ты чё там? Иди, иди, не бойся. Я не обижаю. Да ёп. Ну чё ты стеснительный-то какой, а? Ладно тебе. Нормально все будет.
Я же говорю, нормально все будет. А ты не верил. Что тут у вас? Ничего. Ничего мне не принесли. Что же вы так? Что же вы? Так, погодь. С петухом разберемся. И дальше пойдем. Открывашку мне принес. Бабка там носится. Вы мне дадите руки-то помыть, нет? Най. Все для вас, все для вас. Один готов. Бабка, ну ты хоть не тормози, а. Куда я тебе все попадаю-то? По пальцу, что ли, бью? Уже пол деревни перевалил. На, наконец-то. Поймал. Пойдем руки мыть. О, бабуль что-то принесла. Тряпочку. Тряпочка вроде и не надо. Вот и разобрались. Так, что там, кстати, не посмотрел. Ну и как бы вот это вот хардкор. Ну, не надо меня смешить. Это зомби не хардкорного плана. Ну, либо я не знаю, что и вообще имели. Подразумевали под словом хардкор. Что они слышат там за километр? Ну, бывает такое, да. Как бы явление неприятное, но мириться с ним можно. Руки мой перед едой. Так. Пойдем куда-нибудь погреемся. Еще одна плечевая кобура. Бушлат. Понятно. Так, что мне надо? Палки-копалки. Туда-сюда. Разместить. Ну, в общем, понятно. Так, конечно, как я так? Так ведь и знал, что в дождь бежать нельзя. Но не видно ж ни хрена. Сбиться с пути вообще как нечего делать. Вот же ж попёрся. Надо было мне срочно, посидел бы 5 минут. Погоду-то исправили. Дождик полил, да и перестал. Добежал бы спокойно. Не сидится. Он еще петух закричал. Не, с едой вообще никаких проблем. Даже не стараюсь как-то там что-то экономить. Просто завались еды. Нафига мне охота, когда тут грибы, курицы. Прошелся по лесу, насобирал, и вот тебе спринтуй куда угодно. Вообще никаких проблем. Ой, да даже не буду курицу-то забирать, ну его нафиг. Просто лягу спать. Вот так вот. Да, здорово я дал крюка. Вместо того, чтобы побежать на восток, побежал на запад. Точнее, наоборот, вместо запада на восток. Отличное ориентирование. Ну, бывает. Сейчас точно. Ноги в руки. И бегом. Даже останавливаться не буду. Куда там? Так, север у нас там. Значит, мне туда. Ну, погнали. Быстро отклеился. Мне тут немножко помешали.
Да чё я вообще с этим платьем гоняю? Давай нож добьем. Так, ну что же, очень похоже, что я вышел к дороге, которая ведет на старое. Я, пожалуй, до него добегу, чтобы иметь какую-то точку ориентира. И пока расскажу немножечко о своем мнении, что ли. Что-то подлагнуло. Ну ничего. Так вот. Все же касаемо хард не хард. Прям не буду что-то конкретное говорить, потому что я, во-первых, не знаю, что имели в виду под этим словом. Сейчас поясню. Так вот, первое, то что, допустим, на сервер заходит, ну, такой стандартный игрок PvP-шер, который привык там, не знаю, сразу с берега спринтовать, бежать по городам, искать оружие и т.д. и т.п. Для него, естественно, подобные механики будут казаться сложными. И в этом случае можно сказать, что типа хард, сложно, ну и все в таком духе. Но также сервер может привлечь внимание и PvE игроков, которые в свою очередь не избалованы, так скажем, с точки зрения PvE контента и выживания в особенности в таких суровых условиях. И для них, соответственно, ну, подобные вещи покажутся прям-таки изичными. Не знаю, как это еще назвать. Ну вот сколько я практически... Чё? И кто? Практически все время я бежал. Ёпта. А сколько вас тут? Ёпта. Все время практически я бежал. Ну и, похоже, прибежал. Очоки. Чуть потемнее стало. Ладно, видимо, время посидеть и поговорить. Так вот, о чем-то я говорил. Да, про то, что могут заходить разные люди, и они по-разному будут воспринимать само слово хард. Ну, а теперь касаемо конкретно, если воспринимать это все-таки с точки зрения PvE игрока. Ну и все-таки хард, ну, лично в моем понимании, это сложный игровой процесс. В основном PvE, так как, ну, PvP сложный, как бы тут от скилла зависит, это уже другие вопросы. Так вот, касаемо дверей. Ну, я знаю, двери сейчас немножечко пофиксили, по-моему, увеличили скорость открывания. Это вообще несомненный плюс. Хорошо, что админы на это обратили внимание, это прям зачет. Вот они сейчас тут разбредутся, как раз попробуем. Касаемо калорий. Их надо дорабатывать. Это 100%, потому что я опять-таки бежал от мсты до старого, а это путь не близкий, между прочим. Практически все время спринтом, и у меня вообще ничего не отнялось, ни еда, ни вода. Это неправильно с точки зрения харда. Это больше похоже на просто ванильку, что на одной банке консервов можно, получается, полкарты пробежать и даже не почувствовать. Это надо менять. Опять же, если в этом есть смысл, если к этому стремится сам проект. Что хочется сказать еще, это касаемо зомбарей. Вот, кстати, они уже отагрились. Но я все-таки договорю. Зомбари прикольные. Круто выглядят, крутые звуки. Ну, за исключением вот этого смыва унитаза. Его надо либо заменить, либо чем-то как-то доработать, потому что он очень резкий и выбивается вообще из общих звуков, общей картинки, как-то вообще не в тему, не знаю. Но зомби, на мой взгляд, очень мягкие.
То есть у них мало хп, они легко пробиваются. Я их побаивался, как только зашел на проект. Как-то старался обходить. Сейчас я их вообще не боюсь. Я нашел палку. И если бы была медицина, так можно было их ходить, просто раскидывать, не знаю. Просто в открытую, даже не забегая в дома. Вот он стоит, дурачок. Шо его бояться? Ну тут их много, поэтому бояться стоит на самом деле. Вот, а так... Абсолютно ничего из себя не представляют эти зомбаки. ХП у них очень мало, буквально на удар дубинкой. Кстати, наверное, сейчас придется опять пробежаться, если они меня заметят. И, конечно, надо это менять. Надо увеличивать ХП как минимум до удара. Нежелательно силового удара топором в голову. Ну да, увеличили. Стало как-то поприятней даже. В таком ключе может даже и есть смысл вот этой всей темы. Вот, а так, в принципе, к зомбакам вопросов вообще ноль. Классные, отличные. В новинку даже бы сказал. То от стандартных я как-то маленько подустал уже. Типок какой-то новенький. Сейчас попробуем его мочкануть. Ну вот, о чем я и говорю. Один удар, и башки нет. Изи. Минус еще одна. А вот там, кстати, табличка. Батареечку я возьму. Пойдем посмотрим. Ну и продолжим свой путь. Еще бежать и бежать. Ну, собственно, что, я уже довольно близко, это был поворот. Вот, собственно, пусту. То бишь, я бегу сейчас в сторону Могилевки. И мне, в общем-то, добежать до следующего бара. И от него, получается, повернуть направо. Будет дорожка. Ну и все. И там будет финишная прямая до Кумырны. Да, по спавну лута. Ну, честно сказать, не знаю даже, что говорить, в общем-то, по нему. Лута на данный момент очень мало. Так как, ну, пробегая целый город, я находил там одну-две полезные вещи. И то можно посмотреть на мой инвентарь. Ну и, собственно, тут все станет понятно. Конечно, некоторые города я пролутывал далеко не полностью. Но последние парочку я так основательно прошерстил. И как бы для онлайна там в 1,5 человека этого достаточно, в принципе. Хотя как бы игра намекает такой небольшой на фарм. Что я, признаюсь, не очень люблю делать. Хотя Дейс и фарм это что-то родственное. Но мне нравится двигаться, мне нравится перемещаться из города в город. А не зацикливаться на какой-то конкретной точке и там вот фармить. Из разряда зашел в игру, пролутал, вышел. Через час опять зашел, пролутал, вышел. А вот как-то... Почему-то мне кажется, что вот данный конкретный спаун вещей к этому располагает, честно говоря. Сейчас, я надеюсь, все-таки добегу до торговца. И если там есть практически все, и это все стоит, в принципе, недорого, вон, кстати, бар, то да, я с уверенностью скажу, что с экономикой сервера опять-таки не все в порядке. Надо это переделывать. Надо по-другому прописывать спаун лута. Ой-ой-ой, да что ж такое-то? Тут базы, что ли, чьи-то? Что она так лагает жестко?
Я хочу тот рюкзак. Как бы мне его забрать? Дядь, ты не знаешь? Пойдем, что покажу. Да блин, что ж такое-то? Вы чё, ребята? Такого быть не может. Сейчас он с какой-нибудь стороны меня подловит. Слово падла. Еще кобура. Блин, я уже думал пробежит сейчас. Прям так намеревался. Как бы мне тебя тут... А, нет. Ладненько, пойдем сюда. Давай. Мужичок с гармошкой. Здорово. Да и охотнику немного хватило. А вроде такой мужчина. Ща я тут не посмотрел даже. Такой красавец-мужчина. Повреждено. Давай-ка я его возьму. Так, ща я тут быстренько переложусь. И пойдем дальше. Да, такого увидеть ночью. Херово станет. Ладно. Итак, я тут задержался. О, витаминки. Вот и медицина подъехала. Кстати. Так, я бежал оттуда, значит, мне туды. И это финишная прямая, кстати говоря. Скоро буду на кумырне, если меня не грохнут. Прям здесь. Да, знаю, вот эту вот будочку. Она прям рядом с кумырной, недалеко. Свитер. Не надо. Давай еще ногу тут сломай. Вот по лэпке прям бежать, и я буду на месте. 5 минут, турецкий. Так, ну я уже вот рядом. И... будет включаться сейф-зона или что-то типа того. А, вот и все. Я в безопасной зоне. Отлично. Сейчас мы все и увидим. Что тут за ценнички? Ну и можно на наших вещах каких-нибудь оценить вообще, что к чему. От чего отталкиваться, какая тут экономика. Так. Давай тихонечко откроем, еще раз на это посмотрим. Ну, терпимо. Терпимо. Ну, давайте смотреть. Я так понимаю, это у нас еда. Цена покупки 720. Ну, пойдет, в принципе. Цены пойдут. Сардины 400. Да нет, цены на еду нормальные. Хотя, в принципе, вот консервированный бекон можно было поднять до 2. Допустим, спагетти, персики, варенье и мед. Ну, мед и так 1,5. Вот это все сделать по 1,5. Потому что очень много калорий дают. Так, водка не продается, сигареты не продаются. Хорошо. Овощи, фрукты, цена продажи, кстати, ну... это тоже одобряю. То есть сервер располагает к садоводничеству такому. Это одобряю. Так, это у нас что? Напитки. Кабанина. Даже не видел такого. Ну, это прикольно. Это тоже. Это радует тоже. Ценники хорошие.
Мишки. Ну, мишки стандартная цена. Фляжки, фляжки, фляжки. Кастрюля. 1200. Та-та-та-та-та. Средний баллон с газом. Ну, какой дорогой, однако. Цена продажи небольшая. Это хорошо. Это правильно. То есть экономика, в принципе, ну вот то, что я вижу на данный момент, неплохая. По крайней мере, вот у торговца еды ничего лишнего нет. Никакого имбаланса там не вижу. Далее, медик. Медик что у нас имеет? Бинты. Цена продажи, цена покупки. Бинт еще один. Так, набор. Ну, кстати, наборы можно было бы сделать подешевле чуть-чуть. Ну и, соответственно, цену продажи тоже дешевле. Потому что это такая вещь, которая, ну, необходимая. Бинты тоже, я думаю, можно было бы не за 1,5, допустим, продавать, а где-то за 500. И цена покупки примерно тоже где-то 50 у него сделать. Ну и вообще в мире сделать чуть-чуть больше спавна бинтов, хотя на самом деле я не видел, так как в больничках я-то особо не был. Но я подозреваю, что их очень мало. На антитоксин, иммуноглобулин, вот это вообще что, понятия не имею. Цены адекватные. Цена продажи адекватная. Это хорошо. Так, это у нас что? Тетрик, тетрик, тетрик. Я думаю, дороговат тетрик. Надо сделать хотя бы раза в 2 поменьше. И, возможно, даже добавить... Хотя я сейчас тут посмотрю. Так, кассеты даже есть. Да, это все. Добавить возможность покупки, вот, например, как тетрациклина по одной таблетке, так как я понимаю, что здесь идет покупка целой пачки. Термометр нормальная цена, абсолютно поддерживаю. Уголь, вот уголь хорошая цена. Уголь должен стоить дорого, наравне, наверное, с вот этими вот препаратами, жизненно необходимыми и очень редкими. Это прям поддерживаю. Кстати, что у нас тут? Сгоревшие. Кастрюлька пустая. Ее могу свою повесить, правильно? Чашечку. Чая тут налить. Я так понимаю, это кастрюлька общего пользования. Так что я ее не буду забирать, там трогать. Странно, у меня вроде гриб был. Куда он провалился? А вот он. Все в порядке. Все нормально. Оп. Прикрепить. Пусть варится. Так, а я бы хотел увидеть дальнейших торговцев. Так, так, так. Здесь, что ли? Или здесь? Лагерь отдыха. Вон выжившие какие-то стоят, похоже. Да, здесь лагерь отдыха. Как я понимаю, есть колонка. Которая что? Которые рабочие. Ну, насчет этого ничего не буду говорить. В разных проектах по-разному сделано. Где-то они рабочие, где-то их вообще нет. И в принципе и то имеет место. Что там у меня? Гриб готов. Гриб я забираю. И где-то здесь, наверное, есть еще торговцы.
какие-нибудь. Хотя на самом деле, если нет, то это будет правильно. Потому что оружие, патроны, вещи для стройки не должны продаваться. Вот от слова совсем. Там допустимо продажа каких-нибудь, не знаю, там маленького топорика. Хотя маленький топорик на самом деле довольно имбовая штука. Лучше молоток. Вот продавать молоток. Можно даже колун продавать. Какой-нибудь там, да? Но за очень дорого. Вот настолько дорого, что прям жаба душит покупать. Вот, кстати, и торговец нашелся. И что тут у нас? Головоломка, кстати, 1000. Да ни хрена ж себе. Я понимаю, что она мощная. Но, блин. Это 1000. Катана. Ножны. В смысле? Так у меня катана или ножны? Вы уже определитесь? Катана 2600. Попробую продать. Я еще раз напоминаю, что у меня что? Ножны. Ножны, не катана. Катаны у меня вроде бы как нету. Или это катана? Я хер его знает. А. Сорян, я дурак. То есть все это время... Ладно, я даун. Согласен. 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 Но все равно, блин, дорого. 2600 за катану, серьезно. Я их нашел вместе с ножнами. Вместе с ножнами. А вот с этой вот фигней... Это уже 4 косаря. Вы серьезно? Не, ну цены я одобряю, конечно. То, что они высокие, это хорошо. Но, блин. Ну, не знаю, вот, возможно, катана оправдана. То, что это там 2600, да, продажа. Стоимость 18. Может, она прям охренеть какая сильная. Но то, что вот это вот бита с черепом, штукарь. Ну, нет. Нет, нет. Оружие. Вообще оружие я бы изъял на самом деле из продажи полностью. Либо вот оставил МКшку, сигнальный, дигл сразу убрать, револьвер, их и так до хрена валяется. Ну, можно оставить чисто так для количества, а вот FX, CR, 5.7, Пернач, АПС, вот это все убрать. Вот это нестандартные пистолеты, они довольно сильные. Соответственно, они должны продаваться без магазинов, я надеюсь. Но мне ни на что не хватает, поэтому покупать не буду. Это Скорпион, в принципе, можно было бы оставить. Там какую-нибудь СГшку оставить, а остальное тоже как бы убрать с продажи. Несмотря на то, сколько они стоят, всегда найдется фармер, который на них накопит. Причем накопит без особого ущерба для себя. Вот это все убирается. Остается только в продаже. Вот эти вот БКшки можно оставить там, самые примитивные, да. Даже вот Сайгу можно было бы оставить, только она бы стоила там не 30 тысяч, а полтос. Ну вот СВДшки, снайперки вообще убрать категорически. Ну вот это все можно оставить. Мины, оборудование. Я бы на самом деле тоже убрал. А, хотя здесь их и нет. Правильно, правильно, правильно. Беру свои слова обратно. Это все правильно.
Гранат нет. Это зачет. Сигнальные ракеты, патроны. Продажи нет. Это зачет. Боеприпасы. А вот здесь уже есть цена покупки. Вот это не зачет вообще абсолютно. И не важно, какая у них цена. Не должно быть патронов в продаже. От слова совсем. Не должно быть. Магазины. Должны быть цены. Так, цены. Сейчас взгляну беглым взглядом. ВСС 2300. Вал. Ну, цены подходящие. Цены одобряю. Цены хорошие. Так, это все должно быть. Прицелы оптика. ПН. Так, это ПН-5 прицел ночной. Я бы сделал подороже, если честно. Охотничий прицел. Пойдет цена. Отток. Пойдет. Ночной опять же подороже. Ладно, тут все нормально. Ну и все, в принципе. Я бы вот так это расценил, как, собственно, сказал. Более или менее экономика приятная. Вот, кстати, еще один торгаш. Это у нас одежда. Кислород. Это я вообще не в курсах. Что бывает? Так, хирургические нормальная цена. Я смотрю по всяким таким наиболее популярным вещам, так скажем. Я знаю, какие цены и в каком диапазоне они должны варьироваться на более или менее усложненных серверах. Ну и беру в расчет, соответственно, что это все-таки PvP. Так. Вот, кстати, насчет обуви. Сейчас я досмотрю и скажу. Так, беговая, трекинговые. Вот трекинговые, кстати, я бы сделал, наверное, по цене наравне, ну, не с охотничьими, но как минимум с походными. Плюс трекинговых ботинок в том, что они тихие и при этом очень прочные. И они даже в некоторых реалиях предпочтительнее, чем вот те же самые охотничьи или даже штурмовые. Ну вот, по крайней мере, охотничьи ботинки для джунглей я бы вполне поменял на нетронутые какие-нибудь трекинговые ботинки. Пончо. Мое пончо, кстати, не такое уж дорогое. Его можно купить, в общем-то. Что, я думаю, тоже плюс. Так как, ну, до сюда добраться не составит труда особого. Это я там вначале тупил долго. Поэтому так долго шел. А кепка добежать вполне себе сюда сможет. Плечевая кобура, естественно. 285, покупка 3. В принципе, адекватно. Рюкзачки. Вот это интересно. Рюкзачки. Вещмешок. Вещмешок есть. Всякие интересные вот такие вот рюкзачочки. Это мне нравится. Люблю, когда есть вот такие вот вариации. Какой-то кастомизации, что ли, да? Альпинистские что-то как-то дешевенькие для альпинистов-то. Возможно, я бы цены-то на рюкзачки чуть-чуть надбавил. Не на все, но на некоторые. Хотя альпинисты в PvP не так ценятся, даже как, например, те же самые водонепроницаемые.
Они меньше, они менее заметные. Ну и я надеюсь, что здесь все-таки сделана непромокаемость вещей. Я как-то на это не обратил внимания. Так, и все походу. Не знаю, пропустил я где-то. Или не пропустил всякие там ПНВшки и прочее. Но я надеюсь, что ПНВ купить нельзя. Очень надеюсь. Ну и, наверное, это все. Все, что мы тут осмотрели. Что же? Устроюсь я вот здесь. Ну, кстати, неплохое место для трейда. Хоть непривычное для меня, но неплохое. Ну и что? Все, в принципе, по трейду. Ну, почти все меня устроило. Хотя, возможно, я тут что-то не нашел, но я крайне надеюсь, что того, что я не нашел, того здесь нет. Так как вот в том ключе, которым я вижу сейчас трейд, это хорошая экономика. Даже сбалансировано под количество лута на сервере. Хотя на сервере играет сейчас, по-моему, 8 человек. И лута очень мало. Такая, как сказать-то, комфортное количество игроков на сервере это где-то 30-35 вот на PvP сервере, чтобы играть с комфортом, чтобы тебя там не полили со всех сторон каждую минуту. Вот где-то 30 игроков это норм. И на 30, конечно, возможно, такого количества лута будет категорически там не хватать. Но опять-таки есть военные зоны. Кстати, насчет военных зон тоже вопрос остается открытым. Но я на них не пойду, потому что это мне очень много придется потратить времени на все поиски. А пока что, наверное, я закончу обзор этого проекта. И, кстати, проект мне, в общем-то, понравился. И я сюда загляну через какое-то время, чтобы посмотреть, что тут меняется. Ну и, возможно, даже на нем задержусь на подольше. Так как далеко не все моменты я тут изучил. Но пока с такими вот немножечко некоторыми недоработками. Ну, лично мне тут немножечко скучновато играть. Без обид прошу воспринимать. Это как бы у каждого человека свое мнение. Там у кого-то есть свои предпочтения, что-то нравится, что-то не нравится. Я старался быть как-то более объективным, не затрагивать сильно свою точку зрения и что мне там нравится, а оценивать проект в общем и целом. И в общем и целом проект неплох. Я опять-таки назвал причины, по которым, возможно, онлайн такой низкий. И я надеюсь, это дело исправится. Ну и мы скоро увидимся на этом проекте снова. Ну, а пока будем ждать изменений. И всего хорошего вам.